Сознательный капитализм. Я могу дать вам суть в 2 строчках. Зарабатывайте сознательно и тратьте с состраданием. Какая бы социальная система ни была бы, она эффективна, она способна помогать обществу, исходя из... В капитализме людям предоставляется столько свободы зарабатывать, инвестировать, создавать компании и так далее. И где бы ни был бы успех, будет власть. Тогда, когда мы потребляем с жадностью и завистью, чем больше мы имеем, тем больше мы становимся горды, и тем больше мы считаем, что мы можем больше. И то же самое касается окружения. Кажется, что мы можем, исходя из моего положения, мы можем загрязнять все вокруг себя вне зависимости от того, что... И это приводит к стольким страданиям и боли в этом мире. Капитализм на самом деле прекрасная возможность жить, когда мы сознательны. Сознательны означает, что мы усведомлены высшим принципам насчет своего эго, и в реальности все вокруг соединено. И это духовный и этический принцип. Если мы строим нашу жизнь на основе этих принципов, тогда мы можем иметь сознательную жизнь и дать очень много этому миру. Что мы не владельцы того, что мы имеем, но в высшем смысле мы владельцы. Владелец означает, что мы чем-то обладаем, но во время смерти все от нас заберется. И на протяжении жизни столько может случиться. Какие бы ресурсы, богатства или знания мы не имели, все это нам предоставлено. И характер означает быть благодарным, понимать, откуда все приходит. Можно сказать, что заказчики этого мира показывают, кем мы являемся для них. Все мы взаимодействуем в определенном смысле. И это на самом деле очень сильно важно. Окружение, солнце, воздух, вода, все ресурсы, которые мы используем, исходят из природы. И быть благодарным и ответственно почитать природу. Все связано, и каждый из нас связан. В Библии говорится, что самое главное — любить Бога и ближнего своего всем своим сердцем. И в Бхагаватам говорится то же самое, что если вы поливаете
корень дерева, точно так же все части дерева получают питание. И источник всего является один. И жить в гармонии с милостью Бога, естественно, мы будем ощущать сострадание ко всем живым существам. В Бхагавад-гите говорится, что делают лидеры, становится стандартом для всего оставшегося мира. Те, кто находится в колледже, университетах, те, кто преподает в университетах, вы будущие лидеры этого мира. И нам нужны лидеры, которые вооружены инструментами стать успешными, будь это бизнес, технологии, будь то наука. Мы столько изучаем, но что важно, что мы делаем, когда мы имеем это все. Нож в руках вора убьет кого-то, но тот же самый нож в руках хирурга спасает кого-то. Наши ценности и наш характер на самом деле показывают, кто мы являемся. Есть поговорка: если вы потеряли деньги, вы ничего не потеряли. Если вы потеряли здоровье, вы что-то потеряли. Но если вы потеряли характер, то вы потеряли все. Нам нужно делиться этими ценностями с нашими детьми. И когда есть характер, есть сострадание и уважение, и чувство единства, которое помогает жить сознательно нашу жизнь, и понимание, что мы взаимосвязаны. И в этом и заключается суть сознательного капитализма. Какими бы что бы мы ни встретили в этом жизни, мы можем встретить с осознанием, что я должен жить осознанно и честно, без необходимых, без давания страдания другим живым существам. И понимая, что давая, мы получаем. Когда мы помогаем другим расти, это становится выше смысла нашей карьеры и дает величайшее наполнение нашей жизни. Быть сознательным. Быть сознательным, что мы все братья и сестры. Мы все делим один мир. И в духе заработка с характером и тратить деньги с состраданием. Самая великая нужда в этом мире не технологии или деньги, не изменение окружения, не изменение. Самое важное — это ценить характер других людей, а все остальное становится позитивным вкладом для человеческого общества в этом мире. Спасибо всем большое. Спасибо, Свамиджи, за это прекрасное открытие этого обсуждения. И я бы хотел перейти. And who better to ask what capitalism is than you? What is capitalism and what does it mean to you? Расскажите, пожалуйста, что такое капитализм для вас? Я бы хотел начать
if you look at trust, there are four elements which are important in any trust. One is there's a settler. A settler is somebody who begins the trust or who puts the first assets into a trust. Then the Сейчас trust itself обсуждаются is there. Then финансовые there is вещи, people who создание manage the трастов, trust or the trustees. и Прабху And рассказывает о the том, fourth как это делать. people are the beneficiaries. So when you talk about capitalism, Когда вы and when you говорите о talk about капитализме, conscious и capitalism, когда вы it говорите о really сознательном means that капитализме, это в действительности the означает, capital which has been что developed or built by the деньги capitalists строятся is actually a capital which belongs, which should be part of a trust. And as a capitalist or as any, you are a trustee of that. What is the role of a trustee is important. A role of a trustee is that somebody who works for the benefit of the beneficiaries without having any personal interest in it. So therefore, I look at Я, к сожалению, не финансист, capitalist мне очень as a трудно trustee. переводить это. And who are the beneficiaries? Yes, the beneficiaries are the shareholders, so they have to do everything, the trustee has to do everything in the interest of the shareholders. The other beneficiaries is the employees, so they have to do everything in the interest of the employees. The third is the customer, and the fourth is society. Он сейчас говорит о том, что составляющие те, кто создают вот этот капитал, for the benefit of shareholders, of society, of their employees, and of their customers. So if you understand that role, I think that's important. And therefore, the importance of capitalism is also important. Because had it not been for capitalism, or had it not been for the capital being created, there would not have been, you could not distribute the wealth to any beneficiary. So therefore, it is not that capitalism is not good. It is the right way, is the conscious capitalism, your title. Therefore, it's very important to recognize that even if you have to do good in the world, what you need to have is to see that capitalism is run well, consciously. As он говорит о том, что для того, чтобы, как Свамиджи говорит, нельзя это сделать на основе жадности. Ганди говорит, but at the other hand, it is important that, in fact, capital is the oxygen for also doing good. If you do not говорит о том, что капитал — это вещи, которые могут дает воздух что-то сделать. Но нужно знать, каким образом делать капитал, правильным образом, и делиться им со всем миром. Это то, как я вижу капитализм и сознательный капитализм. Nicely sounded that capital is the oxygen for doing good. And Swamiji was talking about proprietor versus caretaker mindset. And you kind of reflected the same by saying ownership versus trustee mindset. Now I'll move on to Dr. Bindra. Dr. Bindra, I suppose, is still around with us. So the question to you is, your company is called Bada Business. And Rahul, sorry to interrupt. Mr. Dr. Bindra is facing some audio issue. Right. Yeah, you can go with the next question. Yeah. Okay, sure. So Ajayji, why don't we continue this? So let's talk about capitalism. And the question to you is capitalism, which you called oxygen for doing good, is everybody getting the same amount of oxygen, or some people are gulping more than their fair share of oxygen? What I mean by that is, if today I were to start a business, do I get a level playing field in capitalism? Is there a concentration of wealth that is happening within capitalism? I think the world is showing increasingly that people who have had, there has been, it's a level playing field in many parts now. Even in India, you see all the people who have started, young entrepreneurs have created significant amount of wealth.
In the Сейчас US, очень I многие don't создают think any of какие-то the компании, people who создают created очень много huge empires there, whether it is all the tech капитал. companies and so much else, have started with really actually pretty average background. So you cannot say that it is a privilege. I'm sure there must be many alumni of Bangalore, IIM, who have also done business on their own. So it really depends. Yeah, some people do get an advantage, it's not there, but it doesn't mean that that's the only one. If somebody has the entrepreneurship and the drive to do things and is innovative enough, willing to take risks, then you can be successful in without much capital. Right, right. And Bangalore is the heart of all the new emerging companies. I can see how many companies coming up and the unicorns. These are not people who had some Сейчас Прабху приводит очень много примеров, что очень молодых людей создают какие-то компании и получают достаточно большой доход, и таких компаний очень много. And if I extend that to India, 9 people in India have more wealth than 50% of India's population. So isn't that capitalism taken too far? Is there a balance that's needed there? So, I mean, frankly, there is a bit of concern that I have on a global basis as well. When you see that the difference that in the last couple of decades, the value of the capital, the value of many companies has gone up much higher than, and therefore the shareholders, and especially the main shareholders, have created much more wealth than what the average person has. And therefore, some way or the other, I feel that this is going to be a amount of stress in the future, and some solutions will have to be found. Дорогие преданные, сейчас обсуждается, как делать. Свамиджи, сейчас, как вам эта тема, сейчас мы обсуждаем в одной, как вы можете это прокомментировать? Можно ли делать что-то хорошо и также наращивать богатство? Это очень существенная тема, которую необходимо обсуждать и погружаться все глубже и глубже. Сознание, сознательный капитализм — это два слова, которые не требуют гармонизации между собой. Как я уже говорил ранее, быть сознательным. В Бхагавад-гите говорится в ситуации, когда был великий кризис, большая битва. И в этом контексте Кришна как выполнять наш долг, каким бы долг наш ни был, в просвещенном состоянии. Я знаю этого бизнесмена очень давно, и он является примером для многих. Он прошел через очень многие трудности и удачи, и тем не менее, самая суть его, фундамент его жизни является характер и жить вместе с состраданием. Это не проблема. И на самом деле прекрасно, если человек собирает больше, больше и больше, если то, что мы имеем, мы можем использовать для того, чтобы принести позитивные изменения в этот мир. Свамиджи говорил о том, о сознательном капитализме. Аджай. The question to you is, your company is called Bada Business, and when I was in the university, I came across this phrase by Milton Friedman, who is an economics, and the phrase is, the business of business is business. Now you are calling your company Bada Business. तो आपसे समझना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्या है जो बताते हैं अपने audience को about बड़ा business? ऐसा क्या है जो
Сейчас перемешан хинди и английский. Он говорит о том что у него был в университете, он прочитал. Thank you so much. So as an identity, I'm a Hindi speaker, so I might switch to Hindi in between, but while giving the respect to the platform, I'll try to be a little bit more in English. Normally, so your question was the business of doing business is business, and business of business is doing business. So basically, в общем, они сейчас будут обсуждать тему, которую услышал Рагул Сингh в университете. Бизнес делается в бизнесе для бизнеса. Как зарабатывать сознательно? Когда вы понимаете, что необходимо людям, и что ваши заказчики не могут сделать без вас. В общем, see, the model is called hassle premium. The business of doing business is identifying the hassle premium. The profit is an outcome which should never be a goal. The purpose is always the goal. Either are you trying to reduce the too much of complexity or time being taken by your consumer is identifying his problem and solving it. For example, Ola, Magic Bricks, now even IRCTC. Or you're reducing the effort of your customer, like Lenskart has done it now. Or you're Он reducing the сейчас confusion, uncertainty and обсуждает complexity. вопрос, как сделать так, чтобы заказчики были довольны, как найти ту нишу, что делать бизнесу. Это если вкратце. Certain special convenience, finding special skill set, skill services, which was earlier Urban Clap, now Urban Company, where he's giving you those skill sets. Or helping in vendor identification in business like Sulekha.com, India Mart, Trade India, Just Dial, they're helping in vendor identification. So basically, or operational convenience, like recently some of my mentees from IIT graduates, they made a device called Stand and Pee device for women. Now, Stand and Pee device, technically the cost of a product is less than 10 rupees, but they got this 80 crore worth of value. Я, к сожалению, не все понимаю, о чем он говорит. They looked for another new kind of a business problem, which they solved it. So you don't need to be Steve Jobs to build innovation. It just begins with identifying what is your customer struggling to solve today, what problem can you solve in their life in the larger ecosystem and develop. То есть в данном смысле он просто говорит о бизнесе, о том, как понять своего клиента и каким образом сделать так, чтобы... И это и есть фактически инновация, когда вы находите и понимаете, что нужно заказчику. Он сейчас приводит Amazon. The consumers burning problems, and when you start solving them, you build a better ecosystem of jiva jivasya jivanam. When one jiva is dependent on another jiva for their Питамбара Гаура Прабху. Формат лекции — это фактически платформа обсуждения между людьми, которые интересуются бизнесом. И сюда пригласили Гуру Махараджа для того, чтобы он дал какую-нибудь вдохновляющую речь. And it solves the larger problems of the ecosystem. So the first step is identify the burning problem of your customer. And then that actually naturally gives you the blue ocean. Я постараюсь просто давать какое-то общее понимание, о чем и говорится речь, и буду фокусироваться на переводе Гуру Махараджа. Судя по всему, его еще попросят сказать какую-то речь, поэтому немножко подождем. Doing their interviews, understanding what they're doing right now. That's called completely understanding the ecosystem of everybody around you, all the stakeholders. То есть, по сути, Вивек Бандра говорит о том, что есть заказчики, и очень важно понять, какую проблему решает заказчик, и какие инструменты можно использовать для этого, опросы, YouTube и так далее. They're those platforms which have actually taken care of larger ecosystem instead of doing a transactional business. Mal do, paisa lo. Mal do, paisa lo. That's transactional. Then there is something called which is platform which looks after everybody around you. When you look after everybody around you, then
it becomes their collective responsibility to make sure that you also grow with them. अगर कोई spare part manufacturer है गाड़ी का और वो मैकेनिक को साथ में नहीं लेगा, he'll not be able to grow. He has to take care of that mechanic who will be an influencer. Примеры и Алиэкспресса, и различных локальных здесь в Индии каких-то фирм, которые получили успех или не получили. It's not just you and the kisan, it's not just you and the farmer. You've got to take care of the larger ecosystem. That's called jiva jivasya jivanam. So simple model is that the moment you enter into one of my mentees started a company called Pani Puri, something like panipuri.com. And then Он говорит о том, что его знакомый создал panipuri.com. Это такое блюдо здесь очень популярное. C2C brands, which is consumer to consumer, where the seller, the buyer, and the model, everybody is taken care of. И система заключается в том, что каждый заботится друг о друге, то есть сам клиент заботится, то есть бизнесмен заботится о клиенте и так далее. Alibaba, Microsoft, Netflix, or Snapchat, Google, Facebook, WhatsApp, YouTube, they don't need advertising. You don't see them. When did you last saw Microsoft advertising about the Он говорит о рекламе, он говорит о том, что большим компаниям реклама не нужна, но маленьким компаниям реклама может быть востребована. So my idea is simple. The business of doing business is understanding the larger problem of the ecosystem, solving it in such a way that ecosystem wants you to be with them, and then the entire ecosystem, for them, it becomes their collective responsibility to help you grow. Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Vidya Vinay Sampanne Brahmane Gavi Hastini Shuni Chaiva Swapakicha Pandita Samadarshana. So Pandita, who is Samadarshana, who looks after everybody, all the stakeholders. Он сейчас сказал одну из любимых цитат Гуру Махараджа из Бхагавад-гиты о том, что каждый, что садху видит всех одинаково. Thank you so much. That was so lovely. You explained that it's about business, or business is not business, but it is about understanding the problems of the consumer, trying to build an ecosystem where you collectively grow. Your problem is the problem of the customer that you're trying to serve. Решить эту проблему заказчика. И таким образом мы можем генерировать богатство. Спасибо большое. Радханатха Свами Махарадж, мы переходим к вам. У вас есть среди ваших последователей очень богатые люди. У вас и капиталисты из Америки, коммунисты, так и далее. Что-то есть в них общего. Единство в различии является прекрасной концепцией, которая весь мир больше, чем все остальные, должен ценить. Так много различий в этом мире. Разные религии, разные социальные системы, классы, касты. Так много способов, через которые мы можем различаться. Но что такое единство, которое здесь присутствует, которое на самом деле могут привести нас вместе? Уважать и благодарить друг друга. Куда бы я ни отправился в мире, я нахожу, что есть люди, которые страдают, чтобы быть хорошими и делать что-то хорошее. То есть они хотят очень сильно в своей карьере, в семейной жизни зарабатывать как можно больше с чувством целостности. А также есть люди во всех этих частях мира с разными различными и тогда с различностями. Есть люди, которые живут в страхе, жадности, без уважения, не уважая друг друга. И вот это как раз и является проблемой.
зависть тоже, чтобы ценить различия в этом мире, даже если мы не согласны. Это важно, что мы понимаем, как гармонизировать, где может находиться единство. И да, я вижу святых людей, прекрасных святых людей, которые живут в простых деревенских домиках. И также я вижу святых людей, которые живут в огромных городах и являются миллионерами. Я знаю домохозяек, прекрасных домохозяек, прекрасных людей. И я вижу всех этих людей, потому что они искренни в своих ценностях. И я также вижу жадность, эгоизм, даже у людей, которые живут в обычных деревенских домиках, или миллионерами, или у которых есть степени, или у которых совсем небольшое образование. Итак, да, величие находится в характере и ценностях, которые мы носим. Мир становится через интернет и технологии, и через международные торговли становится огромной общиной. И мы по-настоящему нуждаемся унифицировать все наши различия через уважение и через ценности. Спасибо. Спасибо вам. Неважно кем, и я понял, что являетесь там попом или миллионером, но так или иначе вы сами выбираете, кем вы хотите стать. Сейчас он просит слово еще одного человека, который также является миллионером здесь, похоже, и просит привести пример из своей жизни. I don't know of anybody who has not faced challenges in their life. Я не знаю людей, которые не сталкивались с трудностями в своей жизни. Я знаю Радханатха Махараджа, и я знаю, через сколько проблем он прошел до того, как пришел сюда. И мне кажется, все люди должны пройти через определенные трудности. Возьмем пример Кришны. Представьте, сколько трудностей он прошел. Он родился в общем, так или иначе, он родился в темнице, он прошел через столько трудностей, то же самое и Господь Рамачандра. Каждый, если вы посмотрите на любого успешного человека, все они проходят трудности. И вся в жизни у каждого человека проходит через трудности, в том числе и моя. Он сейчас рассказывает о своем отце, что он в 24 года его утратил, у него был сердечный приступ. Потом у него ушел брат. The business which was really going down because of a strike. There is no, you just consume all the funds that you have, and I had to look after my brother who passed away, his 3 children. И ему пришлось после ухода его отца заниматься его бизнесом, в котором были страйки, а также заботиться о его жене и его детях. Поэтому были трудности. Но они проходят. Всем нужно пройти через трудности.
all of us have to go through challenges. We have to face them. The Мы other good должны thing I сознательно found is подойти that к we ним have и challenges, but there's встретиться с always ними лицом в opportunities лицо. which are available. And that's what you have to look for. When we were struggling in the textile business, as I said, because of the strike, that's when we started looking for other businesses. And that's how we entered pharmaceuticals. And that was where we got success. So every one of Он us сейчас говорит о goes through текстильном challenges. бизнесе, So life is который like, I was привел к reading тому, что somewhere он начал interesting. искать It's другой like бизнес. an Так или иначе, ECG. When you take an какие-то ECG, проблемы it has приводят к these тому, ups что and мы downs, the решаем waves. The и day the пытаемся ECG решить becomes flat, и находим that какое-то means your решение. life is gone. So similarly, you say, I mean, there will be ups and downs in everybody's Всегда life. будут подъемы и Today you can see падения in the у каждого в world, жизни. so many people are suffering because of Так what's много happening in людей COVID. сейчас So they страдает are из-за going того, through что challenges. происходит с I know that ковидом, there are others и who have все made, страдают. who have really benefited from this. But Но, by and large, people are going through challenges. The point is, how do we manage но суть в to том, как live мы in these challenges? How do we, so that we come out winners at the end when the challenge goes? The good news is that for every bad, there will be a good time. It's like the waves in the sea. They go up and they come down. So он similarly, привел good things will цитату come down, but Махараджа о bad том, things will also что go away. важно, That's what I как would мы встречаем эти препятствия. А также сравнил о том, что все эти проблемы приходят как волны. ये जो बड़ा बिजनेस करना होता है उसके लिए क्या चाहिए होता है, बड़ा दिमाग या बड़ा दिल? बड़ा दिमाग या बड़ा दिल? Basically, बड़ा दिमाग या बड़ा दिल से ज्यादा what's important is सही mindset. The millennium leaders of 2020 are not to build the mindset behind the number set. The millennium leaders of 2020 Я не буду are not the слишком those who build a great переводить fruits, but the ones who всех actually build the roots behind. этих For conscious capitalism, what I would say, спикеров, what is important просто is not the потому что content, не but the все нам intent нужно, behind the так content, not сказать, the foreground, but the переваривать. background behind the foreground. Я очень надеюсь, что еще So what's Махараджа needed покажут. to build this a great organization, बड़ा business. Leadership is about inspiring the actions. गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पे चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता. ऐसे ही, Да, it's very Махарадж еще simple. здесь. Джай. Krishna says, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते. A businessman who is filled with all ahankar, and he thinks karta ham iti manyate, he manyate matlab मान लेता है वो, that I am the doer, मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ. And the moment a person becomes so self-centered, then Он говорит о he том, will что actually бизнесмен, если он focus more неправильно on the идет, он может valuables, быть not the values сфокусирован на behind the своем values. доходе и может So when you посчитать, что focus он on the действующий. valuables, neither the values stay nor the valuables. But when you focus on the right values, the valuables come И so очень fast you can't even важно manage. фокусироваться на правильных On the other side, ценностях. even if the money comes without the goodness, what good is that money which is without goodness? So basically, बड़ा business करने के लिए building the right purpose is important. Because a team that is aligned behind the right То есть purpose за will каждым move the бизнесом mountains. должен находиться अगर важная आप देखेंगे цель, कि जब भी कोई purpose которую, driven रहता है, хорошая цель, he которую has an этот extra бизнес должен power that he решать. can actually access to, which an ordinary man is not able to do it. So culture of any business is the right foundation for great future. See, winning is nice if you don't lose your integrity in the process. I learned so much in the first statement, earn with integrity. I got my ROI for my today's session that I came here. My understanding is to build a great organization, you need great organizational belief. What is my organizational belief that I want to set? How will I get that? By establishing the right values. Then, Он говорит о how do том, you что establish можно the right values? Step создать 2, what is your compelling, компанию exciting только story на to talk about those правильных values? Even ценностях. Hitler had a compelling, exciting story कि तुम लोग आर्यन हो. Он You are приводит пример extraordinary. Гитлера. तुम्हारा खून अलग है. He had that compelling, exciting story. When people talk about these stories, they can instill these values. पूरा जर्मनी खड़ा हो गया था दुनिया में. Germany is smaller than Uttar Pradesh in population. और हमारे यहाँ वैसे तो कुंभ मेला होता है, तो कुंभ मेले में जर्मनी हम ब्रेकफास्ट लंच में नहलाई देते हैं. इतना छोटा है जर्मनी, but it could actually control the entire world at one time. How did it do it? Because of the compelling, exciting story. So what is your story that you're telling to your internal, external stakeholders? And who will spread that story alone? You'll not be able to do it. You have to develop your Navratnas.
Why did Akbar could conquer the entire country? Because his Navratnas, he could develop a great leadership. So where are your Navratnas? Have you identified your Navratnas who can spread your story well and actually execute it? Negative बात को फैलाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अपने आप फैल जाती है. Positive message को spread करने में बहुत Так или иначе, весь сейчас его, все, что он говорит, сейчас основано на том, что ценности, они формируют фактически компанию. И также очень важно лидер, который стоит за бизнесом, его ценности становятся ценностями компании. So how do you change the belief system? How do you change that culture, that mindset? Very simple, like I shared with you. बहुत सारी कहावतें रहती हैं. वो कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. पछताना चाहिए नहीं तो चिड़िया दोबारा चुग जाएगी खेत. हम गलत कहावतों पे डिपेंड करने लग जाते हैं. वो है ना, the cat goes on a pilgrimage after eating 100 rats, 1000 rats. तो क्या है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली. अब बिल्ली हज को जा रही है, उसको जाने देना चाहिए, उसको मत रोको, नहीं तो वो 200 चूहे और खा लेगी. You got to understand that which is the right belief system, which is the right culture that you got to actually accept. Sometimes we see, if you look at the entire UP and Bihar, everybody is looking for a government job. If you look at the entire Rajasthan and Gujarat, a lot of entrepreneurship is building up because of this social belief, people around us. So we tend to get influenced by the mantras and shakunis around us. Who should be our advisor is important is Lord Krishna, who gave advice to Arjuna with very less manpower, with very less resources of funds. The Pandavas could win over practically the ones who were in the kingdom for a very long time. Duryodhan 4 times उस समय kingdom को manage कर रहे थे. Он сейчас приводит пример историю Арджуны, Кришны и Дурьоданы. What are the right values you're building? Compassion, collaboration, positivity, efficiency, innovation, creativity, focus on impact, keeping things simple, consistency, dependability, loyalty, teamwork, learning, excellence, innovation. So there are a lot of values that you can actually think of building them. Microsoft has a very important value as an integral part of their organization called CSR, environment, trustworthiness. Facebook says focus on impact, be open and build social value. So what you believe is what you receive. It's not by fluke. Krishna says yam yam vapi smaran bhavam tyajyatante kalevaram. जैसा जैसा स्मरण करेगा वैसा वैसा बनता जाएगा. So what is important is your mindset will deliver the outcomes. So what should be the organizational belief? Second is, what is my compelling, exciting story? Third is, who in my team will help me spread? I'll repeat the 3 questions. What is my organizational belief? Second is, what are the core values? Он сейчас приводит 3 шага, которые приводят к успеху, так или иначе, который поможет создать великую компанию. Every morning, do a review improvement cycle for yourself. What went well, what went wrong, what could be improved? 3 questions. www.cbi. What went well last day, yesterday? What went wrong yesterday? What could be improved now, today? And then, of course, when you do that, follow a model called RISIMIS, Ritual of 60-minute Solitude, RISIMIS, Ritual of 60-minute Solitude. Every morning, spend some time practicing with all sincerity. Он предлагает практику, чтобы разобраться, что было хорошо, что было плохо и что нужно делать сейчас. А также он говорит о журнале благодарности, где можно указывать о том, кому мы благодарны. नहीं बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया. ना बड़ा दिमाग चाहिए, ना बड़ा दिल चाहिए, बड़ा वैल्यू सिस्टम चाहिए, और बड़ा वैल्यू सिस्टम बनाने के लिए आपको बिलीफ चाहिए, एक जिस बिलीफ से आपका वैल्यू बिल्ड होगा और उस वैल्यू को इम्बाइब करने वाले और लोग आएंगे जो आपका मैसेज स्प्रेड करेंगे. तो आपने बड़े संक्षेप में और बड़े अच्छे तरीके से उस बात को समझा दिया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. Now we are in the last 10 minutes of the session. So what I will do is I will pick on some audience question. Swami ji, here is a question for you. And Swamiji, сейчас вам вопрос. Мое понимание этого вопроса. Вы говорите про джива, который ест другую дживу. В природе будет ли кто-то в природе, кто будет влиять негативно
на другого. Может быть, или в бизнесе, что кто-то будет влиять на другой бизнес. Тяжелый вопрос, но, пожалуйста. Спасибо. Это очень важный вопрос. Я дам очень простой ответ. Очевидно, в бизнесе всегда есть соперничество. И это, чтобы стать выше, кому-то придется, соответственно, потерпеть поражение. Но в этом суть бизнеса. Во многом смысле в этом заключается жизнь. Но нам нет нужды без необходимости приносить страдания другим. Даже в соревнованиях мы можем проявить сострадание. Мы хотим стать лучше, которыми мы можем стать. Мы состязаемся, но не мотивированы жадностью. Мы должны сбалансировать наше состязание с духовностью и быть доброжелателями. Спасибо за этот вопрос, за этот ответ на вопрос. It is common belief that capitalism is the only system that will guarantee economic progress and equal opportunities for all. But we are moving towards corny capitalism at a very rapid pace. And the motivation is now solely making profits. How do we then find space for conscious capitalism when the system itself prevents us from doing so? अजय जी आप म्यूट पे हैं. Actually, I would not entirely agree with the questioner, because it is not that there is no conscious capitalism. If you look at some of the largest, look at the US, in which Bill Gates has started the Giving Pledge. They have now contributed the entire wealth that has been created for doing good. And there are so many people in India who are also doing that. So there are many people who have contributed a major portion of their wealth to do good. So to say that conscious capitalism is not there is not, существует очень много людей, которые, где бы это ни было, они, чтобы они не зарабатывали, они вкладывают, чтобы сделать что-то хорошее другим людям. How do you spend? There are people who are not, say, do not have enough funds and therefore they need help. How do they get themselves funds? Either they work, that means you have to work in a company, or you have to do some business, or you have to create wealth that way. Or very often it's the governments who will spend. How do governments spend? Governments can only spend by getting taxation. Who will they tax? They will tax the people who are making money. So to assume that you can do everything good without having any capital is just not possible. I mean, so we must recognize it is being done consciously, which is right, or which is, let's say, the dharmic way of building capital, but that is important. So first of all, it cannot be, that is why I think it's important. It is and creating wealth and doing good is important. It is not that or. You can't do one or the other, and I find this constantly. Он говорит о том, что тут нету или, тут есть и между тем, чтобы делать капитал и при этом делать что-то хорошее. То есть эти вещи идут рука об руку. You have to run the business well. I mean, therefore, as I think
Махарадж сказал в соревновании, что вы можете And that is in a capitalist society, that the good, the people who are performing well will do better. Он привел, can you imagine that you have an airline and there is some airline which is doing very well, but it is actually affecting the other airlines. So does it mean that no, you stop doing well and see that the others come up? No, some will die. That's how it is. Sure. So you did talk about the giving pledge that was there in the US, and you have not talked about the good work that you are doing. So why don't you? I'll hold on to that. Why don't you talk about some good work that you yourself are doing as philanthropist? And that is, I will again repeat, that is possible only because of the wealth that you have generated through your business. I mean, so okay. Now let me tell you. For instance, businesses this year, not only ours, every business is affected because of the COVID. Therefore, I can see that the contributions coming to the social organizations have come down. They are all suffering. Okay, so we work in education, we work in health, and we work in providing clean drinking water, and of course, он сейчас отвечает на вопрос providing food and all. Лидера этого Our philosophy has been that for собрания, которое ведет модератора, что он делает сейчас на своем примере, чтобы объяснить. И он сейчас приводит о том, что они сейчас делают, как они встретили эту ковид-пандемию. Environment. A government cannot do innovation because by definition, innovation means there is risk, there will be mistakes. So therefore we do innovative ways of doing education, of health. To do anything in India, you have to do it in scale. So we do it on scale. And so now we are actually treating millions of kids in government schools, and you have to do it in partnership, and we do partnership with government, with other large foundations. So that's the basis. So what are we doing in education? We are looking at how we can work to see that learning levels in schools, in government schools, are improved. That's one. The second thing is what we are doing in health is to see how infant mortality, maternal mortality is improved. How can we create a whole system of creating health records for the nation? How do we then provide clean drinking water to people? Because if you see in our country, there's a lot of arsenic. And now a big emphasis of ours is on what are the aspirational districts. The Prime Minister has identified 115 districts in the country which are the most backward, and he calls they are the aspirational districts. So out of these, in 30 of these aspirational districts, we are working in partnership with Niti Aayog and the government to see how we can improve the education and improve the health. So that's Он говорит, что фактически сфокусировался сейчас на образовании и на здоровье. Сейчас он обращается к Махараджу. Как можно ли делать что-то хорошее без капитала? И вопрос, как вы сделали столько проектов без денег? Я говорил о единстве и различии, когда монахи могут видеть и уважать, и ценить, что делают доктора, бизнесмены, учителя. А все эти люди могут ценить то, что делают монахи. Тогда мы можем сделать очень хорошее. Все, что мы имеем тело. И тело — это много органов. У каждого органа есть цвет, форма, есть функция. И каждая эта функция уникальна.
Мозг не может сделать то, что делает сердце, почка не может делать то, что делает легкие и так далее. И каждая часть тела, она ценит, что делает другая часть тела. И все они служат вместе друг другу. Если что-то заболело у вас, то каждая часть вашего тела, она будет направлять энергию, чтобы вылечить. Я стал монахом в 69 году, и у меня нет денег, но по милости моего гуру Шрилы Прабхупады у меня есть какое-то знание, какое-то вдохновление, которое я могу поделиться с другими. И это то, где я могу что-то дать этому обществу. И наша больница, у нас есть врачи, менеджеры, и все они действуют в гармонии вместе с людьми, которые делают бизнес и которые делают образовательные проекты. И мы делаем все, что мы можем, чтобы быть лучшими и дать самое лучшее всему обществу, когда мы гармонизированы друг с другом.